Ну что ж, дамы и господа, я могу смело заявить, что 217 серия самая лучшая не только в аниме Боруто, но и одна из самых лучших во всей вселенной Наруто. За все эти 4 года экранизации Боруто, только бой с Момошики был действительно очень годным и выходил на тот уровень рисовки и анимации, который был на 4-й мировой войне Шиноби. Но сегодня сражение Наруто в режиме Бариона против Ишики превзошел даже файт с Момошики. Долго тянуть не будем, вот 5 рандомных ребят, которые нашли Ренеган Саски в прошлом ролике. Спасибо вам, ребята, за актив. А если ты тоже хочешь попасть в следующий видосик, то в данном ролике найди глаз Наруто в режиме отшельника и в комментариях напиши тайм-код к этому моменту. Я Ванкаев, и я желаю вам приятного просмотра. «217 серия превзошла все мои ожидания. Если же трейлер к этому эпизоду был, скажем так, не очень, то сама серия была просто шикарной. Я не могу вам передать тех эмоций, которые я ощущал при просмотре этого эпизода. И это очень не свойственно для аниме Боруто, потому что при просмотре большинства серий ты не ощущаешь по факту ничего. Просто смотришь, чтобы смотреть, и все. Но здесь все по-другому. С первых же секунд я действительно ощутил атмосферу вселенной Наруто, а не того шлака, который зачастую есть в Боруто. И на самом деле за этот шедевр мы должны сказать спасибо Хироюки Ямасити и остальной его команде, которая работала над этой серией. Это было очень мощно. Если же в манге сам бой был не очень, то в аниме все было как раз таки наоборот. Хотя по факту для этого аниме и есть, чтобы больше и детальнее раскрывать все сцены из манги и даже дополнять их. Серия началась сразу же с жесткого махача, от которого по всему телу бежали мурашки. На некоторых моментах даже дух захватывало. И я такой сижу, смотрю и думаю, неужели это действительно аниме Боруто? Аниме, в котором самая отстойная анимация. Ну, короче, как вы поняли, я очень сильно хвалю эту серию. Да и в принципе, что тут хейтить? На данный момент это лучшая серия данной франшизы. Хотя хейтеры все равно найдутся. Переходим уже к самому сражению. Не знаю, заметили вы или нет, но в данной серии было как минимум 2 отсылки к первому сезону Наруто. Хотя хейтеры скажут, что у авторов просто нету фантазии. Первая отсылка в самом сражении Наруто и Ишики. Просто внимательно посмотрите на это движение и удары. А теперь посмотрите, как Наруто отлупасил Саске в долине завершения. Вторая отсылка, когда уже Наруто исчерпал режим Барион, и Ишики ждал, пока Каваки выйдет. Эта сцена похожа на ту, которая была в самой первой серии Наруто. И лично мне такие отсылки по душе, потому что, по моему мнению, первый сезон аниме Наруто самый лучший. Какая бы рисовка не была в Шиппудене и Боруто, она никак не сравнится с той атмосферой, которая была в самом начале истории Наруто. И я думаю, много людей со мной согласятся. Но вернемся в 217 серию. К моменту, когда Наруто не чувствовал Ишики от слова совсем. Режим Барион действительно очень мощный, и под последним моим роликом многие писали, что Рикудо Сенин Мод сильнее Бариона, опираясь на сражение Наруто против Кагуи, мол, у него есть левитация и Гудоудамы. Но на самом деле сила режима Мудреца Шести Путей далеко не такая, как сила Наруто в Барионе, и это уже нужно принять как факт. Вы просто посмотрите, как Наруто издевался над Ишики, он превосходил его во всех физических аспектах. Каждый удар Наруто был точным, и Ишики никак не мог на них среачить. А если уже он был бессилен, то и Мадара и Кагуя тоже, которые едва реагировали на Амино Таджикару Саске, и то не всегда. Безусловно, пик Наруто в Барионе сильнее Ишики. Он пытался его как-то атаковать, но Наруто просто пешеходом на все реагировал и отбивал его ничтожные удары. Те кубы, на которые Наруто не реачил в Рикудо Сенин моде, он даже не пытался от них увернуться, используя Барион, потому что он просто их поймал и швырнул в Ишики. И заметьте, скорость его броска была невероятно большая, ведь Уоцуцуки не успел сжать Сукуна Хиконой свой же предмет, и ему пришлось просто увернуться физически. Но кубы это только начало. Вы просто посмотрите, как Наруто поймал уменьшенные штыри, которые он раньше даже не чувствовал своей сенсорикой. Вот было раньше, а вот сейчас.
И честно говоря, именно за анимацию этого момента я почему-то переживал больше всего, но все было на высшем уровне. Кстати, как я и говорил, Наруто все же может использовать техники в Барионе, но почему-то многие решили, что это невозможно. Хотя лично я давно ждал, когда Ишики наконец-то отлетит от Расенгана Наруто, и этот момент был очень эпичным. Но, к сожалению, чакра Курамы очень быстро исчерпается. Он сказал, чтобы Наруто не делал никаких лишних движений и даже откинул все ненужные мысли. Это говорит о том, что режим Барион действительно очень чакрозатратный. Это можно понять, как после использования Расенгана сила Наруто резко снизилась. Да, он до этого очень жестко и долго сражался, но на самом деле бой длился не больше 5 минут. Однако этого хватило, чтобы продолжительность жизни Ишики снизилась с 20 часов до 30 минут, а потом еще и до 5. Если бы режим Барион не израсходовался так быстро, а например Наруто в нем мог бы сражаться 30 минут или даже час, он безусловно был бы номером 1 в своем версе, потому что пик Наруто в Барионе сильнее Ишики. Это подтвердил и Курама, и даже Саски. Но, к сожалению, Наруто даже не смог полностью его одолеть, а у него было всего лишь 20 часов жизни. Я веду к тому, что пик Наруто длился не более чем 1 минуту. Этого времени никак не хватит, чтобы победить Ишики. За Кагую я вообще молчу. У нее просто дикий прирост жизненной энергии. И обилкой, которая ее отнимает, Кагую или Мадару точно не убить. Но, как сказал Итачи, у каждой техники есть минусы. В режиме Бариона это ограничение во времени. Если же первая часть серии была представлена в виде боя Наруто и Ишики, то уже вторая часть была посвящена Каваки, а именно его решимости. Для тех, кто до конца не понял, как Каваки оказался на поле битвы, то здесь все просто. Протез, который у него на руке, работает только за счет чакры Наруто, потому что изначально он был сделан как раз таки для него. И с помощью этого протеза, а точнее чакры, которая в нем находится, Ишики смог отследить Каваки и переместить его в это измерение. Я, конечно, знал, что Ишики бешеный, но не думал, что настолько. Хотя, в принципе, это нормальное поведение, как для того, кому осталось жить меньше 5 минут. Да еще и понимая то, что единственный его шанс спастись находится рядом с ним, но прячется в дыму, который Бякуган не может контрить. Наверное, он был очень зол. Я не понимаю лишь логику Ишики. Зачем было разбрасывать столько штырей, если ты все равно не нашел Каваки, а решил выманить его, провоцируя смертью Наруто? И внимание, у него остается где-то 2 минуты жизни. И как вы думаете, что он будет делать? Он начинает считать от 20, чтобы дать шанс Каваки спасти Наруто. Хотя он бы мог легко потратить это время, чтобы найти его силой. Ну, это единственный нелогичный момент в данной серии. И в принципе на этом у меня все. Трейлер к 218 эпизоду опять мутный, но это сделали, чтобы не спойлерить будущие события. Всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте, пожалуйста, оценивать ролик лайком или дизлайком, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. За паблик в инстаграме и беседочку в дискорде также не забывайте, все нужные ссылки будут в описании. А я желаю всем удачи и всем пока!